Россия внезапно заявила о новом условии для переговоров. Литва готовит план национальной эвакуации граждан, а губернатор Белгородской области живет в квартире площадью 324 квадратных метра. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Готова ли Москва отказаться от оккупированных территорий? Что внезапно предложил глава российского МИДа Лавров? Речь не о территории. Мы чужой земли никогда не хотели. Трамп обиделся на Путина, который поддержал Камалу Харрис. Почему аналитики говорят о спланированном шаге сторон? Владимир Путин ассоциируется с ядерной угрозой в первую очередь. Ничего для народа, все для силовиков. Лукашенко заботится о тех, кто его защищает. Детали нового указа, который подписали в Минске. Друзья, доброе утро. Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Для нас это очень важно. Также оставляйте свои комментарии и спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаем. Через месяц, то есть в октябре, Литва будет иметь национальный план массовой эвакуации граждан. Сейчас он разрабатывается. Об этом заявила министр внутренних дел страны Агне Билатайте. Она также уточняет, что помимо наличия такого плана, страна должна быть готова его реализовать в случае необходимости. По словам Билатайте, правительству Литвы надо активно работать вместе с Эстонией и Латвией. Конечно же, говоря о плане эвакуации, министр внутренних дел упоминала войну России против Украины. Очень важно отметить, что мы находимся на передовой линии. У нас есть граница со странами-агрессорами, которые непредсказуемы. И сегодня по этой причине гражданская защита стала приоритетным вопросом в нашей повестке дня. Очень важно отметить, что мы должны перейти от гражданской защиты к гражданской обороне, поскольку времена изменились, и мы обязаны адаптировать гражданскую защиту к гибридным и военным угрозам. Да, это очень дорого, но мы должны обсуждать возможности объединения наших усилий и получения соответствующей поддержки ЕС. Китай и Россия готовятся к совместным военно-морским учениям. Они пройдут уже в сентябре под названием «Север. Взаимодействие-2024». По сообщениям Минобороны Китая, маневры будут проводить в Охотском и Японском морях и в воздушном пространстве над ними. Интересно, что целью этих учений КНР называет, далее цитата, «укрепление стратегического сотрудничества и усиление готовности совместно противодействовать угрозам безопасности». Каким именно угрозам РФ и Китай собираются совместно противодействовать, Минобороны КНР уже не уточняет. Напомню, в Китае постоянно называют войну России против Украины кризисом, а не войной, и уверяют, что не подливают масло в огонь. Это, кстати, тоже официальная формулировка Пекина, когда речь идет о том, помогает ли КНР Путину. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков живет в двухэтажной квартире площадью 324 квадратных метра. И это жилье до недавнего времени принадлежало учредителям крупной строительной компании «Трансюжстрой». Об этом пишет издание «Новая газета Европа». Расследователи уточняют, что Гладков выходец из Пензы и своего жилья в Белгородской области не имеет. Однако арендует элитное жилье в центре Белгорода лишь в 13 минутах ходьбы от администрации города. Сколько стоит аренда такой двухэтажной квартиры, не ясно. Однако авторы «Новой газеты Европы» предлагают, что отдает Гладков порядка 30% от своего официального дохода. Согласно выписке из Росреестра, которая есть в распоряжении «Новой Европа», в 2020 году, когда чиновник только переехал в Белгород, квартира принадлежала Татьяне Антиповой, владелице крупной строительной компании «Трансюжстрой». Именно с 2020 года компания стала активно работать с областной администрацией. Например, кратно выросла доля госзакупок в прибыли фирмы. Сейчас же, уверяют расследователи, владелец квартиры поменялся. И им стал не Гладков, а политтехнолог Загир Попко. С Гладковым он работал в команде так называемого главы Севастополя Дмитрия Овсянникова до 2018 года. Напомню, недавно Гладков отчитался, что Путин предлагает выдавать путевки жителям Белгородской области, которые потеряли свое жилье или же здоровье из-за войны. А российские Z-пропагандисты критиковали жителей Курской и Белгородской областей из-за их отношения к российским военным и уверяли, что те должны размещать солдат в своих квартирах.
Вы должны их поселить у себя дома и отнестись к ним как к детям своим. Накормить, напоить, обогреть и защитить. А вы с ними поступаете просто гадко. Вы поступаете как... Сука, конченые вы поступаете. Как много российских солдат можно было бы разместить в двухэтажной квартире, которую арендует Гладков? Как считаете? Напишите об этом, пожалуйста, в комментариях. Лавров озвучил новые условия, на которых РФ готова садиться за стол переговоров. Глава российского МИДа внезапно начал говорить на этот раз не о территориальных реалиях на земле. Это любимый оборот, который используют и Путин, и Лавров, а о людях. Речь не о территориях. Мы чужой земли никогда не хотели. Если обсуждать призывы прекратить огонь и подумать о территориальных разменах, это несерьезно, потому что, еще раз говорю, проблема не в территориях, проблема в правах людей, которые были растоптаны законодательно, и о которых пока вот конкретно ни одна из плавающих в политическом пространстве инициатив не упоминает. Вот когда мы увидим серьезную готовность защищать те самые права человека, которые Запад всегда на своих знаменах гордо выносит по любому вопросу, но только не поэтому. Когда мы увидим такую готовность, я убежден, легко договоримся по месту и времени встречи. Американцы в ожидании теледебатов между Дональдом Трампом и Камалой Харрис, которые пройдут уже 10 сентября. Кандидат от Демократической партии в преддверии этого события лаконично ответила на вопрос о своем настроении. Вы готовы, вице-президент? Готово. The Times тем временем пишет, что Харрис, согласно опросам, немного отстает в рейтинге от Трампа, буквально на 1%. Насколько важны теледебаты для кандидатов и как могут повлиять на дальнейшую президентскую гонку, этот вопрос мы обсудили с политологом-американистом Александрой Филипенко. Наверное, это самый важный вечер в политической карьере вице-президента на данный момент, по крайней мере. Поскольку Дональд Трамп участвует в дебатах не первый раз, и он самый опытный из тех, кто выдвигался на пост президента и проводил дебаты. Это уже будут третьи президентские дебаты на уровне кандидатов от партий для Дональда Трампа. Зрители при этом вряд ли будут смотреть все 1,5 часа, но какие-то ключевые моменты будут постоянно крутить в новостях, постоянно крутить в социальных сетях. И нужно сказать, что вообще дебаты, это, конечно, важно посмотреть все 1,5 часа, но, тем не менее, вот эти вирусные моменты, вирусные видео, это то, что важно для обоих кандидатов, для того, чтобы Камала Харрис смогла упрочить свои позиции, ну или для того, чтобы Дональд Трамп увеличил свой рейтинг. Но сейчас действительно все говорит о том, что примерно 50/50 поделена страна. Трамп обиделся на Путина из-за того, что он поддерживает Камалу Харрис, а не его. Об этом республиканец заявил во время своего очередного выступления в Висконсине. Я знал Путина, я знал его хорошо. И знаете, он поддержал, не знаю, видели ли вы на днях, он поддержал Камалу. Он поддержал Камалу. Меня это очень обидело. Интересно, а почему он поддержал Камалу? Нет, он шахматист. Он поддержал Камалу. Напомню, Путин на прошлой неделе с ухмылкой заявил, что поддерживает Камалу Харрис, потому что ее просил поддержать Байден, когда выходил из предвыборной гонки. Аналитики говорят, что в таких публичных заявлениях как Путина, так и Трампа есть особая стратегия, и эти заявления прозвучали не просто так. Совершенно не случайно Владимир Путин поддерживал сначала Джо Байдена, теперь он поддерживает Камалу Харрис. И не случайно первая поддержка кандидата от Демократической партии произошла после визита Такера Карлсона в Россию. Владимиру Путину явно разъяснили, что лучшая антиреклама сейчас для американцев, для американских избирателей – это поддержка президента России. Поскольку Владимир Путин ассоциируется с ядерной угрозой в первую очередь, особенно после
наши статьи руководителей ЦРУ и Ми-6 в Financial Times, где они говорят о том, что Россия могла применить ядерное оружие, была угроза применения ядерного оружия в 2022 году. И то, что Дональд Трамп обращает на это особое внимание специально, чтобы американцы об этом узнали, чтобы американцы это услышали, это тоже не случайно. Все это сделано в форме «обиделся», все это сделано в форме «мне обидно, что Владимир Путин поддерживает Камалу Харрис». Но ведь это подчеркивает то, что Владимир Путин поддерживает Камалу Харрис. О том, кого поддерживают лидеры других стран, американцы обычно не заботятся вообще. Кибератаки против стран НАТО и ЕС совершает российская группа хакеров, которая связана с Главным управлением Генштаба ВС РФ. Об этом заявляет контрразведка Германии, которая выпустила официальное предупреждение совместно с ФБР, Американским агентством кибербезопасности и защиты инфраструктуры и другими партнерами. Киберпреступники, которые, как предполагается, связаны с Центром специальной подготовки 161-го отдела Главного управления Генерального штаба России, ГРУ, подразделением 29155, несут ответственность за операции по проникновению в компьютерные сети глобальных объектов с целью шпионажа, саботажа и нанесения репутационного ущерба. Лукашенко заботится о комфорте силовиков, которые обеспечивают безопасность режиму. Накануне самопровозглашенный подписал указ, который, как говорится в сообщении его пресс-службы, должен повысить эффективность кадрового обеспечения органов внутренних дел и совершенствовать правовую и социальную защиту сотрудников. Теперь силовикам Лукашенко и членам их семей обещают бесплатное медобслуживание, дают доступ к санаторно-курортному лечению и оздоровлению. К тому же у Лукашенко обещают кормить силовиков, если они, внимание, привлечены к охране общественного порядка при переводе на усиленный вариант несения службы. Появился, кстати, и новый критерий для отказа в службе или же для увольнения со службы. Достаточно приобрести иностранное гражданство. Друзья, спасибо вам за поддержку, вы наша опора. И напомню, что ваша помощь и участие помогает нам делать работу и видеться с вами каждый день. Постоянных донаторов и их комментарии вы видите сейчас на экране, и мы благодарны за эту поддержку. Если же вы хотите присоединиться к их числу, то нажимайте на кнопку «Спасибо» под нашим роликом, отправляйте свой донат или становитесь постоянным спонсором нашего канала. Также, если вы находитесь на территории Беларуси или России, то пользуйтесь VPN. Как им пользоваться, инструкция есть в описании. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите, как всегда, в наших телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.